Всем привет, парни, можете меня поздравить, я купил наконец-то RTX 3050 по рекомендованной цене в DNS. В этом видео я вам расскажу, как это все произошло, получилось ли у меня на самом деле, что для этого нужно было и какие еще были истории не только в DNS, но и в Украине, то есть там в Розетке, в Телемарте, Ситилинке и так далее. В общем-то, смотрите, какая история. Итак, DNS выставили, то есть новость о том, что будут продаваться 3050 по рекомендованной цене уже 27 числа, но 27 числа все пришли, а видеокарт не было, поэтому они перенесли на 28 на 10 утра. В общем, я сделал? Я пошел, в 3 часа ночи, стал в очередь, пошел на сайт, то есть там поставил свою покупочку, там была видеокарта за 26 или там 27 тысяч 3050, и на вторую я поставил через смартфон, то есть два заказа одновременно, причем не нужно было ничего там не нажимать, то есть все будет чисто автоматически, то есть якобы. Итак, я пошел спать в 3 часа ночи, прихожу, в общем-то, я уже в 9 утра, то есть вот сделал себе чаечек, все думаю, сейчас все пойдет, то есть там 3050, смотрю, уже пацаны уже там начали какие-то стримы делать, то есть там князь, в общем-то, и Константин тоже параллельно со мной пытался сделать заказы. В общем-то, мы сидим, ждем 10 утра, я захожу, и буквально за первые 5-6 секунд, хоба, и все продукты уже закончились. То есть я не знаю, как так произошло, кто купил там за 5 секунд. Наверное, сразу же все 1000 карт накупили именно пользователи. То есть продажа произошла за 5 секунд. То есть 1000 карт, то есть примерно так было, 1000 купили за 5 секунд. Ну окей, думаю я, в общем-то, появляется новая дата, то есть новое время, это уже в 2 часа дня. То есть, скорее всего, я подумал, они решили разбить на 2 части. В общем-то, окей, что еще делать? Мы идем с пацанами, ждем 2 часа дня. Ставлю, опять же, я свои покупки, то есть отмечаю видеокарты, и еще там появился, кстати, какой-то компьютер. То есть там уже стоит 3050. Компьютер, он нам вообще-то не интересен, нам интересна только видеокарта, поэтому я компьютер не стал покупать. Но я знаю, что там еще где-то там в Регарде, по-моему, появилось то же самое. То есть тебе, получается, продадут 3050 только если ты купишь у них компьютер, А какой компьютер, там, уже, вы уж мне, конечно, простите, там можно купить и за 80 тысяч, и за 100 тысяч, в общем-то, кто-то первый, 2 чека накупили, но и, в общем-то, потом они эту лавочку прикрыли, то есть все, в Регарде на этом все продажи закончились, то есть никто ничего купить не сумел. В общем-то, ждем мы, получается, 2 часа, я не сплю, все мониторю, опять же, у меня все на связи, наступает 2 часа, заходим, и опа, опять та же самая история, но в этот раз уже продажи длились не 5 секунд, и даже не минуту, а целых 20 минут. То есть я заходил, перезагружался, опять заходил, опять нажимал и ничего купить так и не сумел. Но я еще пошел потом дальше по комментам смотреть, может быть кто-то уже купил, отписался, нет никого, то есть все, кто были и на стримах, и на чатах, то есть никто ничего не купил. Кто эти тайные покупатели, мы не понимаем. То есть окей, после 2 часов появляется новая дата, еще продлевает на 1 час, это уже в 3 часа дня, но я думаю, ладно, хорошо, 3 часа дня, я еще буду, и еще это будет 3-я попытка. В общем-то, прихожу в 3 часа дня, та же самая история. И так я с 3 до 6 вечера провел 3 часа, то есть обновляясь, нажимаю, делаю заказ и ничего в итоге не купил. Потом после 6 появилось сообщение о том, что уже нету этого сайта, то есть страничка недействительна. В общем-то, скорее всего, уже продажи закрылись. Все, парни, закончилась распродажа по рекомендованным ценам. Больше не работает сайт. Вот и все, друзья, вот так я накупил, но потом пошел я дальше, посмотрел, что у нас там по остальным сайтам, пошел на Авито, смотрю, в принципе, и там уже карты есть по 46, по 47, и причем такая, знаете, странная история, там один, получается, есть такой продаван, у него там столько карт, полит, там прям у него куча, получается, отзывов, такой он там весь профи, и, в общем-то, у него только полит. Так вот, он там продал какому-то чуваку по имени Иван видеокарту, и, по-моему, за 43. Прихожу на профиль этого Ивана, то есть, и видим у него новое объявление 48 тысяч, то есть перекуп, купил у перекупа и дальше перепродает эту же видеокарту. В общем-то, это просто шедевр. Что хочу вам сказать, друзья, по идее в DNS было около 1000 карт только по Москве. Сколько там было по остальным, не знаю, там по всей России, может быть, там еще 1000 насобирается. И из тех, кто я видел, то есть и на стримах, и всех, кто были в чатах, никто ничего не купил. Кто эти тайные покупатели, без понятия. Вот так прошла презентация 3050. В Украине тоже она не появилась. Я был на всех сайтах только в Ситилинке. Только в Ситилинке была на 48 тысяч, и там ее купило 143 человека. То есть Ситилинк сразу решил не париться, по всем этим рекомендованным. И прямо сходу втулили 48 тысяч. Сразу же накинули 15 тысяч сверху накрутку. Это просто невероятная накрутка. Обычно там 5-6 тысяч, а тут сразу 15, то есть, может даже 20. В общем-то, Ситилинк сразу показал, свое истинное лицо. То есть, вместо того, чтобы продавать по 26-27, они сразу за 48. Это я понимаю по
подход, настоящий бизнес, крутейший, самый крупный гипермаркет электроники CityLink. Это полный отстой, это разводилы, это ужасные продавцы, в общем, даже слов нету. ДНС, я не знаю, возможно, что-то они там продавали, но как бы по факту никого я не увидел, никто даже не отписался, кто купил, то есть это неизвестно, что они делали 8 часов, кому они продавали, это непонятно. То есть как бы вот и вся история, поэтому 3050 хорошо стартануло именно только на Авито. Что ж, ребята, всех поздравляю, 48 тысяч, 3050 самое минимальное. Покупайте, не хочу, никаких там 26 даже не ждите. Вот и вся история. То есть как бы в этой ситуации виноваты даже не майнеры, а просто вот, знаете, вот эти вот спекулятивные ничтожества, спекулятивные вот эти вот жалкие вот розничные сети, вот это DNS, CityLink, все эти ребята, которые просто делают, знаете, такой вот выдуманный ажиотаж. То есть и поэтому люди уже там бросают любые, не знаю, денежки, лишь бы вот это вот накупить. Ну, как бы вот такая вот история. Майнеры — это не проблема. Проблема — это розничные сети. Это самые настоящие барыги. Вот и вся история. Что ж, вот такое у меня вышло видео. Всем еще раз до встречи и увидимся на канале. Пока-пока.